Друзья, коллеги, все, кому дорога справедливость и верховенство права в Украине. Сегодня я обращаюсь к вам с жесткой, принципиальной позицией. То, что произошло в Шевченковском районном суде города Львова 1 мая 2026 года в рамках резонансного процесса по делу об убийстве Ирины Фарион переходит все возможные границы профессионализма, этики и простого человеческого достоинства. Сейчас мы посмотрим видеофрагмент записи этого заседания, а потом я продолжу. 1 травня перед судовим засіданням через електронний суд подано клопотання захисника Дідченка Ручку про відкладення судового засідання у справі номер 466-129-67-24. Мотиви викладені, зокрема, і в тому. Просить відкласти судове засідання в даній справі призначення 1 травня 26 року, 10:30 на іншу дату та інший час. А також, посилаючись на резолюції професійна етика правосуддя, узгодити з адвокатом Криворучко дату і час наступного судового засідання. Мотив щодо відкладення судового засідання посилається на розгляд, я перепрошую, ще до клопотання долучила додатки свідоцтво, ордер щодо представництва інтересів обвинуваченого Зінченка, договір з підписом про надання правової допомоги між Криворучко і Зінченко, додаток підтвердження іншої участі в іншому судовому засіданні КАС справа номер 357 554 48 25, а також пункт 5 на мові окупанта зазначає снімок з екрана 26 рік, 1.05. Що таке снімок з екрана, поки що невідомо. Да, друзья, продолжаем. Итак, судья Петр Невойд в открытом судебном заседании, находясь при исполнении обязанностей, позволил себе публично назвать русский язык, на котором адвокат Лариса Криворучко сделала обычную техническую пометку «Снимок с экрана», мовой оккупанта. Это не случайная фраза, брошенная в кулуарах. Это заявление, сделанное с судейской трибуны под государственным гербом в присутствии участников процесса, представителей стороны обвинения и журналистов. Господин судья, вы серьезно? Вы человек в мантии, который обязан обеспечивать беспристрастное, объективное и справедливое рассмотрение дела, вдруг решили выступить в роли идеологического цензора. Вы не в эфире патриотического телемарафона и не на митинге. Вы в суде, место, где язык должен быть один. Язык закона. А закон не делит языки на свой и оккупационный. Закон регулирует порядок судопроизводства, а не устанавливает и устраивает языковую инквизицию.
Это поведение недопустимо по нескольким фундаментальным причинам. Во-первых, оно напрямую нарушает принцип беспристрастности судьи, закрепленный в Кодексе судейской этики. Судья не имеет права своими высказываниями, жестами или оценками давать даже малейшее впечатление предвзятости по отношению к стороне защиты, к адвокату или к подзащитному. Называя язык адвоката мовой оккупанта, вы фактически ставите под сомнение профессионализм и лояльность Ларисы Криворучко. А это уже не просто бестактность. Это давление на адвоката и попытка дискредитировать всю линию защиты. Во-вторых, такое заявление противоречит самой сути судебной власти. Суд – это не инструмент языковой войны и не место для сведения счетов. Суд – это храм права. И когда судья начинает использовать риторику уличных лозунгов, он разрушает фундамент доверия общества к судебной системе. Сегодня вы оскорбили русский язык. Завтра найдется другой судья, который начнет делить людей по политическим взглядам, вероисповеданию или региону проживания. Куда мы идем? В-третьих, давайте говорить прямо. Русский язык для миллионов граждан Украины – это родной язык. Язык, на котором они думают, общаются в семье, ведут дела. Он не стал оккупационным только потому, что агрессор использует его в своей пропаганде. Точно так же, как немецкий язык не стал мовой нациста после Второй мировой войны для всех немцев. Подобная примитивизация проблемы позорит украинцев как нацию, претендующую на европейские стандарты. Теперь о последствиях. И они должны быть жесткими, потому что безнаказанность порождает вседозволенность. Первое и самое очевидное. Сторона защиты имеет полное право заявить отвод судье Невойту. Основание – обоснованное сомнение в его объективности и беспристрастности. Любое последующее решение этого судьи по делу теперь будет рассматриваться под лупой предвзятости. Это прямой путь к затягиванию процесса и дальнейшим апелляциям. Второе. Дисциплинарное производство. Высшая Рада правосудия и Совет судей обязаны отреагировать. Нарушение статей Кодекса судейской этики о независимости, беспристрастности, уважении к участникам процесса – это не мелкое нарушение. Это основание для привлечения к дисциплинарной ответственности. От предупреждения и выговора до временного отстранения и даже увольнения с должности. Такие случаи нельзя спускать на тормозах. Третье. Жалобы и общественный контроль. Адвокатское сообщество, правозащитные организации, журналисты должны зафиксировать этот инцидент. Возможно, стоит обратиться и в комиссию по стандартам государственного языка. Хотя главная проблема здесь не в нарушении языкового закона, а в токсичном поведении носителя власти. Четвертое. Репутационные и
международные последствия. После такого заявления любое решение судьи Невойта будет восприниматься как потенциально политизированное, а в перспективе это материал для жалобы в Европейский суд по правам человека по статье 6 Конвенции «Право на справедливый суд независимым и беспристрастным судом». Украина и так регулярно получает фитили из Страсбурга за проблемы с судебной системой. Такие случаи только добавляют масла в огонь. 5. Удар по авторитету всей судебной ветви власти. Когда общество видит, что судья позволяет себе подобное высказывание, доверие к суду падает до критической отметки. А без доверия к суду нет нормального государства. Мы и так переживаем сложнейшее время полномасштабной войны. Нам не хватает только превращения судов в арену языковых и идеологических разборок. Я как юрист заявляю четко: мы не против государственного статуса украинского языка. Наоборот, мы за его развитие, за его использование в судах и официальном делопроизводстве. Но мы категорически против превращения судьи в языкового полицмейстера, который оскорбляет участников процесса за технические пометки. Это не патриотизм, это популизм, который разрушает правовую систему изнутри. Настоящий патриотизм судьи проявляется в том, чтобы даже в самых сложных, резонансных делах сохранять холодную голову, соблюдать процессуальные нормы и обеспечивать реальное право на защиту. Коллеги, адвокаты, правозащитники, сознательные журналисты, обычные граждане, давайте не будем проходить мимо. Распространяйте это видео, требуйте реакции Высшей Рады правосудия и Совета судей. Мы должны показать: судьи тоже подотчетны закону и обществу. Никто не имеет права использовать судейскую мантию как прикрытие для личных идеологических выпадов. Если сегодня мы промолчим, завтра таких Невойтов станет больше, и тогда уже не будет иметь значения, на каком языке вы делаете пометки, думаете или защищаете клиента. Главным станет лояльность правильной риторики. Правосудие должно быть выше языка, политики и эмоций, иначе это уже не правосудие. Мое требование остается жестким и конкретным. Немедленная публичная реакция судебных органов и объективное дисциплинарное разбирательство в отношении судьи Петра Невойта. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь. Только вместе мы сможем отстаивать реальные стандарты правового государства, даже в условиях войны. Юрист Валерий Табаков.